Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Ну, мысли там точно не туда утекли. Девятое место. Как я люблю говорить, чтоб на вас так всю жизнь смотрели. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Тэхён снова намекнул на свою ориентацию». Чангук тоже не молчит. Вигу – пара. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Кто-то опять сделал любовные куси-куси. Этого москита можно понять. Седьмое место. Чангук любит испытывать Тэхёна. Он обожает дразнить его, как Тэхён любит дразнить Чангука. Самая сладкая месть. Шестое место. Поведение пары. Пусть в вашей жизни будет человек, который смотрит на вас так же. На одном из фансайнов Тэхёна спросили «Клубника или Чангук?» «Бургер Кинг или Чангук?» «Гуччи или Чангук?» Ответ Тэхёна был «Я выберу Чангука, мужчину с кучей денег». Шах и мат. Пятое место. Во всем видеть его.
4 место. Забота. Я всегда закрою тебя от толпы. Третье место. Новости. Тэхён на эфире. Вот этот плейлист. Только что увидел очень смешной и странный пост. У меня есть немного щетины, ничего с этим не поделать. О чем я говорил? Ах да, я вышел после душа, и кто-то написал: «Тэхён, сегодня день рождения Тани, так что спой песню в прямом эфире». Ну, конечно, понять, что у Тани день рождения, логично, включить эфир тоже понятно, но вот сразу просить спеть песню, разве это не кажется немного не к месту? Мне очень понравился Венсдей. Я планирую посмотреть 2 сезон. Я также еще не смотрел «Формулу-1». Фильмы? Какие фильмы недавно вышли? Что может быть прекраснее звезд? Звездочки в этих глазах. Тэхён включил Double Take, песню индийского певца Тхрува Шармы, который открыто заявляет о своей гомосексуальности. Даже его песня Double Take – это медленно развивающаяся баллада о романтических отношениях квир-подростков, которая стала вирусной в TikTok в 2021 году, и миллионы людей использовали ее в видео о своем камин-ауте. Чангук дарит вам свои очаровательные подмигивания, чтобы сделать ваш день лучше. Есть еще одно небольшое подтверждение от паба Bengal and Камак, который Тэйкук посетили позавчера. В их сторис они репостнули истории от посетителей, которые писали, что были в пабе и видели Тэйкук, и пообещали, что в следующий раз, если мальчики придут, проведут их в более тихое место. Формально это еще раз подтверждает все слова о том, что наши Тэйкук действительно посещали это заведение. Сообщение посетителей Пью в Хэнамдонгвбанка, а за соседним столиком Чангук и Тэхён – это просто легенда, блин. Очень вкусно поели. Еда хорошая, атмосфера отличная, а сотрудники очень вежливые, все понравилось. Но больше всего меня удивило. Я пришел в заведение и увидел людей, которых в жизни встречаешь один раз или вообще едва ли когда увидишь. Это было очень значимо. Бангка действительно потрясающее место. Пришел в бар, и сразу появился повод для закуски к алкоголю. Ответ паба: спасибо. Если приедете снова, я с удовольствием отведу вас в тихое место. У Тэйкук сейчас реально как будто медовый месяц после армии. Вместе постоянно. Человек никому не принадлежит, но вот его сердце.
Во время прямого эфира Тэхён порекомендовал посмотреть клип на песню «Darling» Айат Тайлор, The Creator. И вот какой получился итог. Это эмоциональная и нежная композиция, в которой артист выражает глубокие чувства к возлюбленному человеку. Основные темы песни – любовь и привязанность. Тайлор говорит о том, как сильно он ценит и любит своего партнера. Уязвимость – он открыто делится своими сомнениями, страхами и переживаниями в отношениях. Нежность и забота – песня звучит как искреннее признание в любви, с мягким, интимным настроением. Начало песни Тайлор сразу передает чувство нежности и привязанности к своему партнеру. Он говорит о том, как важно для него быть рядом и как сильно он ценит эти моменты. Основной куплет – появляются нотки уязвимости. Тайлор признается в страхах и сомнениях, что показывает его искренность и человечность. Припев – ключевая часть песни, где он подчеркивает любовь и заботу. «Darling, I» звучит почти как личное послание своему любимому человеку. Финальная часть – повторяется эмоциональная основная тема – нежность, преданность, желание быть рядом, несмотря ни на что. Подобные рекомендации Тэхёна показывают, как он делится с нами тем, что трогает его самого, что он, возможно, хотел бы нам рассказать, но не говорит напрямую. Их любовь – это вселенная, мы в ней, лишь крошечные звезды, наблюдающие за вечным. Чтобы почтить память и всю любовь, которую Ким Тэхён питал к пушистому Йентону, фан-база Тэхёна Spain Fanbase – пожертвование в фонд Vegan Sanctuary Foundation. Пожертвование от имени Ким Йентона и Ким Тэхёна. Благодарю вас от всего сердца за вашу огромную работу, за повышение осведомленности и за любовь, которую вы дарите каждому животному в приюте. Йентон, сегодня ты ярко сияешь на небе, и память о тебе жива как никогда. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Мы любим тебя, мы любим тебя. Этот фонд был основан в 2011 году и стал первым в своем роде в Испании. Он работает как центр спасения и реабилитации сельскохозяйственных животных, пострадавших от эксплуатации, выкидыша или жестокого обращения. Они создали маленький мир, где к этим животным относятся с уважением и сочувствием, обеспечивая каждому из них наилучшее качество жизни, включая ветеринарную помощь и естественную, безопасную и чистую среду. Одновременно они защищают их права и рассказывают миру о том, как люди должны относиться к этим животным и как должны относиться к ним с сочувствием. Трогательный проект. С любовью к Йентону и Тэхёну от фанатов. Спасибо! Он должен жить в слоумо, чтобы мы успевали любоваться этой красотой. Эстон, тот самый певец, который прославился своей R&B-версией Happier Than Ever и получил широкое признание за каверы, тоже не остался в стороне. После того, как Тэхён спел песню в прямом эфире, Эстон не смог пройти мимо. В ТикТок под видео с Тэхёном он написал: «Обожаю это». Ну что, все знаменитости официально без ума от Тэхёна. Чудесная атмосфера с чудесным Тэхёном.
Ким Тэ-хён и его голос, что перешагнул границы кей-поп. Возможно, поэтому многие говорят, что слушать Ким Тэ-хёна все равно, что прикасаться к прошлому и одновременно к будущему музыки. Его голос не принадлежит только кей-поп, да и вообще не только настоящему, он принадлежит вечности всего, что имеет душу. Что можно сказать о молодом артисте, который с самого начала выделился благодаря своему уникальному тембру, универсальности и эмоциональной глубине? Если раньше он уже выделялся внутри жанра тем, что ломал привычные рамки и стандарты вокала, то теперь его голос признан одним из самых оригинальных, эмоциональных и искренних составляющих всей мировой музыкальной индустрии. Эту уникальность отмечают и профессионалы в сфере музыки, и критики, и публика. В отличие от реакции на других представителей кей-поп, где в центре внимания обычно танцевальные навыки или визуальная составляющая, восприятие Тэ-хёна всегда сосредоточено на его музыкальности, голосе и уникальном присутствии, с подлинностью и мастерством. Многие отмечают, что его исполнение похоже на возвращение в лучшие эпохи музыки, вызывая ассоциации с великими артистами и признанными стилями, чтобы описать чувства от его голоса. Его универсальность – еще один определяющий фактор. Тэ-хён с легкостью переходит от джаза к соулу, R&B, классической поп-музыке, блюзу и акустическим балладам, не теряя своей индивидуальности. Напротив, он накладывает собственный отпечаток на каждый жанр. Он не подстраивается под стиль, стиль подстраивается под него. Эта способность делает его редким исполнителем, тем, кто превращает каждую песню в уникальный опыт, наполненный душой и подлинностью. Ким Тэ-хён больше, чем певец. Он стал художественным ориентиром, вдохновляющим критиков, слушателей и исследователей видеть в нем живую связь между настоящим и памятью о великих именах, которые формировали историю музыки. Его голос трогает, вдохновляет и оставляет след, так, как могут только величайшие имена в истории искусства. Голос, что несет душу. Есть голоса, которые слышат. И есть голоса, которые чувствуют. Голос Ким Тэ-хёна – тот самый редкий случай, когда звук проникает не только в ухо, но и поселяется в памяти, в теле и в душе. Его вокальное присутствие выходит за рамки привычного. В то время как многие голоса кажутся созданными эффектами или модными трендами, Тэ-хён поет так, словно раскрывает скрытую истину. Каждый музыкальный жанр приобретает новые краски, проходя через его тембр. Каждое направление, каждая эпоха становится его собственной. Реакции аудитории на YouTube – яркое отражение этого влияния. Рецензенты из разных стран и культур сразу оказываются захвачены его голосом. Не имея возможности реагировать на него привычным образом, они неизменно связывают его исполнение с теми временами, когда пение было о передаче души. Будто его голос – это ключ, открывающий коллективную память о музыке в ее чистейшей форме. Они используют технические термины, проводят параллели с великими артистами прошлого, ищут поэтические объяснения своим чувствам и описывают его голос как душевный. Многие подчеркивают, что его вокальная интерпретация возвращает к золотому веку музыки, пробуждая воспоминания о тех временах, когда исполнители вкладывали правду и индивидуальность в каждую ноту, создавая многослойное звучание. Я и Чангук едосексуалы – наша главная страсть. Существует несколько вариантов подачи блюд. По-английски, по-французски и даже по-русски этот мы будем называть по Ким Тэ-хёну.
Тейкук и то, как они обнимаются. Какоми Кимура, японская певица, актриса, дочь бывшего участника мужской айдол-группы СМЭП Такуи Кимуры, модель, флейтистка и амбассадор Dior Beauty, недавно использовала песню Тэхёна Rainy Days в одном из своих постов в Instagram. Песни Тэхёна любят все, они дарят радость и вдохновение каждому. Певец и автор песен, пожалуйста, приветствуйте Тэхён. Посмотрите, как он растерялся, когда его вызвали, он не смог найти лестницу и просто решительно поднялся на сцену. Потом он поздоровался, и его первые слова были «Еда такая вкусная». Singer and songwriter, please welcome V. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 2 года назад Тэхён представил свой дебютный альбом «Лэйоува». Пластика включает 6 треков. Чтобы полностью прочувствовать атмосферу альбома, Тэхён советует слушать его последовательно, от начала до конца. Открывает Лэйоува трек Rainy Days, где голос Ви идеально переплетается со звуками дождя и повседневными шумами, пробуждая самые искренние эмоции. Blue — дань уважения классическому R&B в современной интерпретации, придающей композиции особый колорит. В Love Me Again проявляется фирменный баритон Ви, легкий и захватывающий R&B трек с манящей атмосферой, который остается с слушателем надолго. Основной трек альбома «Slow Dancing» вдохновлен соулом 70-х и передает романтическое, непринужденное настроение, полностью соответствующее своему названию. For Us закрывает альбом поп R&B композицией, которая оставляет глубокое впечатление благодаря вокалу Ви и уникальной лирике. Бонусный трек — фортепианная версия Slow Dancing, предлагающая альтернативное очарование оригинала. Лэйоува стал важной вехой в карьере Тэхёна. Это первый дебютный альбом в истории Хэнтиоу, проданный тиражом 2 миллиона копий за первую неделю. И самый продаваемый альбом сольного исполнителя в Oricon Japan 2023, получивший золотой сертификат за более чем 100 тысяч проданных копий в Японии. Клипы с Чангуком, к которым я эмоционально привязан. Во вторую годовщину альбома Тэхёна невозможно не вспомнить его живое исполнение Slow Dancing в формате Band Session. Эта песня словно дыхание самого альбома, нежная, чувственная и одновременно свободная. Голос Тэхёна звучит так глубоко и проникновенно, что невозможно остаться равнодушным. Его уникальная манера исполнения будто переносит в другой мир, туда, где время замирает, а музыка становится языком души. Его улыбка так прекрасна.
Джесси похвалила связь BTS в Инстаграм-эфире. У них все отлично в США. Я очень ими горжусь. В отличие от некоторых айдол-групп, которые не ладят между собой, у них потрясающая командная работа, и я сама лично это видела. Однажды мы вместе работали 14 часов, и я сразу поняла, что они действительно очень близки. Вера в эту пару делает меня сильнее. В этой паре я уверен больше, чем в том, что меня ждет завтра. Это, если что, один и тот же человек. И поговорили друг с другом без слов. Я люблю, когда Тэхён просто. Второе место. Это так интимно. Кхм-кхм, а что тут, собственно, происходит? Такое напряжение. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как Тэхён и Чангук обнимают друг друга? Тэхён обычно обнимает за плечи, он обвивает руки вокруг шеи. В то время как Чангук обнимает за талию, обвивая руки вокруг нее и прижимая к себе. Они очень нежны и трепетны в проявлении любви к друг другу. Первое место. Чигукеры говорят, что Тэхён всегда цепляется за Чангука, в то время как умные люди знают, что Чангук всегда притягивает Тэхёна к себе. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.